Собака бегала по двору, постоянно крутила головой и тихо скулила, пытаясь найти своего хозяина. Как оказалось, на улице собака была не впервые. Хозяева выгоняли животное из дома, чтобы не путалось под ногами, когда они устраивали очередное застолье с друзьями и большим количеством спиртного. Собака подбегала к людям, пытаясь выпросить у них хоть немного ласки и внимания. Соседи смотрели на животное с сочувствием, иногда гладили его и шли дальше. Они хорошо знали и животное, и хозяев, которых оно так отчаянно искало. Одна из девушки не только погладила, но и покормила собаку. За пару минут они стали настоящими друзьями. Девушка и собака сидели у подъезда, когда хозяйка животного вышла во двор. Женщина была в грязном халате, ее лицо опухло, а по неуверенным движениям было сразу понятно, что она пьяна. Женщина вышла только для того, чтобы закурить сигарету. Собака с радостью побежала к хозяйке. «Это ваша собачка?» – поинтересовалась девушка. «Моя, кончена. Почему же она во дворе сама бегает, да еще и грязная такая, голодная?» Захотелось ей погулять, побегать, пусть себе бегает, равнодушно сказала женщина. Девушка попыталась воззвать к совести своей собеседницы. Рассказывала, что нельзя собаку одну гулять пускать, может под машину попасть, другие животные или человек обидеть. К тому же, собака молодая, после такой прогулки могут щенки появиться. Ну вот завтра протрезвею и если захочу, тогда и заберу, а сегодня мне не до нее, сказала женщина и, выбросив окурок, зашла в подъезд. Вновь оставшись в одиночестве, собака тут же сникла и начала скулить. Девушка вновь принялась гладить животное. Ошейника на собаке не было, адресника тоже. Выглядела и пахла собака как дворняжка, была чрезвычайно худой и грязной, зубы говорили о том, что ей немногим больше 6 месяцев. «Ты только тут будь, никуда не уходи, я тебя скоро заберу», – пообещала девушка, глядя в грустные глаза животного. Девушка и правда вскоре вернулась и забрала собаку. Животное никакого сопротивления не оказало, наверное, поняло, что хозяевам оно не нужно. Уже дома собаку тщательно вымыли и обработали от блох, дали вдоволь еды. Купание для животного стало настоящим испытанием, наверное, раньше его никогда не мыли. Первое время собака пыталась вырваться и клацала зубами, словно предупреждая, что ей процедура совсем не по нраву, но вскоре успокоилась и мужественно выдержала обработку до конца.